Hello. Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Ну, Андрюш, ну стой. Здравствуйте. Посмотри, куда вы приехали. Посмотри, какой цвет воды. Я не верю своим глазам. Друзья, мы на Мальдивах. На Мальдивах. Это же сказка, это же картинка, которая стала явью. Мне кажется, это идеальное завершение этого сезона. Вы Да, только посмотрите, это правда. мы прилетели туда, где райские острова. И я прям боюсь подбрасывать. А что ты боишься, Для меня это Андрюш? самый... Я хочу здесь по-богатому быть. Ну ты везде хочешь быть по-богатому. Ну иди ты в как- баню тут шариться по-бедному, давай. Давай, подбрасывай. Подбрасывай. Решим, порешаем. Тут везде красиво. На, орел. Орешка. Привет, Мальдивы. Ну как? Да ну как? Ребята, как это возможно? Мальдивы и я с безлимитной карточкой. Я что, попала в рай? Нет, я точно попала в рай. Иди отсюда. Ой, Верчик, малышка моя, Пока. всё, Иди в баню. Даже платье пригодилось. Да ну нет, ну это просто какой-то капец, ну как? Блин! Я так рассчитывал именно этот выпуск. Да идите вы в баню, короче, я уже вообще ничего не могу. Да ну как, ну блин, ну почему, ну за что? Мальдивы. О них мечтает каждый Их красоты являются во сне. и зачаровывают наяву. Если на земле и есть рай, То он однозначно здесь. Для каждого богача отдых на Мальдивах начинается с полета на гидроплане. Это самый удобный, быстрый и невероятно романтичный способ добраться до своего резорта. Или, проще говоря, частного острова-отеля, где я и проведу свой уикенд. Глядя на Мальдивы с неба, быстро понимаешь, почему они десятилетиями остаются любимым местом отдыха богачей со всего мира. Больше 1000 невероятных зеленых островов, окруженных бескрайним океаном с прозрачнейшей водой. Идеальное место, чтобы спрятаться от людских глаз, суеты и проблем. бюджетному туристу гидроплан не светит. Но отдохнуть на Мальдивах можно даже с сотни баксов. Причем не хуже Ивлеевой. Не верите? Сегодня я вам это докажу. Итак, для начала нужно выбраться с острова аэропорта. Отсюда я буду отплывать на другой остров, который называется Гурайда. Мог бы я, конечно, сделать на вот такой лодке, но... О! Денег у меня нету. Другой вариант. Excuse me, do you speak English? Здравствуйте. Здрасте. По-русски? Я говорю, да, вы уже это поняли. Скажите, а мне нужен паром, а на Гурайда отправиться. Да, пожалуйста, вот вам прямо нужно будет пройти. А вот за вот этим магазином? Да. Шоп как? И налево. И налево. Все, спасибо большое. Все, до свидания, хорошего дня. Пользуются паромом в основном местные. Стоит он 2,5 бакса. И желающих на него попасть очень много. По-моему, я как-то выделяюсь, да, из толпы? Куда вы еще с той стороны заходите? Тут одна очередь, ребята, они вклиниваются, глянь, оттуда. Так нечестно. Давайте быстрее шевелимся, парни. Смотри, смотри, пропускают все женщин, а этот пристроился, вот этот, смотри. Оп-оп, глянь. Это вот когда скорая едет по пробке, и за ней машина вот какая-то да пристроится. Этот такой же, смотри, женщин все пропускают, и он такой чик-чирик, ох и красавец. Ну что ж, с аэропорта выбрались, и через каких-то пару часов я буду на месте.
пока Андрей только мечтает о райских островах, я уже здесь. Санева Фуши – это шикарнейший люксовый вип-резорт. Но роскошных отелей на Мальдивах много, мой же единственный в своем роде. Сейчас я вам расскажу о 3 главных фишках этого острова. Первая – это я. Вторая – это мое платье. А третья – экологичность. Об этом поподробнее. Санева Фуши – полностью автономный резорт, который сам себя обслуживает, перерабатывая отходы. Вот смотрите. Весь органический мусор используется как удобрение для выращивания собственных фруктов, овощей и даже грибов. Вот таким вот образом выращиваются грибы. То есть не привычным, да, как бы из земли, а вот, смотрите, это выглядит очень забавно. Правда, какая-то лаборатория прям. Да одних только кокосов выращивают более 10 видов. Другое дело. Скорлупу от кокосов тоже не выбрасывают. А здесь из кокосиков делают уголек. Их перемалывают в стружку и делают сухое горючее. А из стекла, пластика и металла делают строительные материалы. А это, мои хорошие, кирпич из, внимание, пенопласта. Казалось бы, да? А возможно. Вот, я думала, он будет чуть легче. Но я не сдаюсь. Кокосик я не отпущу. То есть все эти роскошные виллы на острове построены из переработанного мусора. Ну что ж, пора посмотреть на них поближе. Тем временем я добрался до острова Гурайда. Живут здесь в основном местные рыбаки, которые поняли, что бюджетные туристы тоже не прочь отдохнуть на Мальдивах. Поэтому и начали развивать для них инфраструктуру. Тут есть абсолютно все для бюджетных туристов. И есть где поспать, есть кафешки, рестораны, сувенирные лавки, магазины. Но мне это не надо, потому что я планирую практически все свои деньги потратить иначе. Сейчас расскажу. Для меня Гурайда всего лишь перевалочный пункт. Потому что меня манит цвет воды и манят все эти дорогие резорты. Так и слышу сейчас ваши вопросы. Куда же ты, бедняков, собрался? Ты что, с ума сошел? Какой резорт на твои-то деньги? А вот тут самое интересное. Ребята, сегодня мы уходим в отрыв. Гуляем на все. Даже с моим бюджетом можно попасть на классный резорт. Добро пожаловать в мои апартаменты. На этот уикенд в моем полном распоряжении двухэтажная вилла в эко-стиле. С собственным бассейном, тропическим садом и выходом на частный пляж. А я тут точно одна живу? Вот за это спасибо. Приятно. На первом этаже находится огромная гостиная с панорамными окнами. Кухня, кабинет и 2 роскошные спальни. Мне глаза разбегаются, друзья. Я просто не знаю, да что смотреть, что трогать. Тут так всего много. Мне хочется сказать, вау, насчет этой кровати. А тут же вау, такой бассейн. Тут вау, сундук. Что за сундук, кстати говоря? Добрый вечер. Это так стильно. Кстати, я возьму себе эту идею и обязательно сделаю такую штуку у себя дома. Это очень круто. Пойдемте дальше. За дверью в спальне скрывается ванная комната, причем непростая.
Это обалденно, то, что она смешана с природой. Здесь просто нет потолка. Мое сердечко сейчас разорвется на части. Девочки, я надеюсь, вы сейчас плачете. Я всегда мечтала о ванной комнате, которая с большим окном, и ты лежишь, плескаешься в пузырике. Но эта история переплюнула все. Вы представляете, как? Ну как они до этого додумались? Это же просто фантастика. Это же все мое. Вам сразу говорю, ребятушки, мои хорошие, уикенд. Минимум неделя. Я, чтобы устать от этой ванны, должна пролежать в ней как минимум 2 суток с пеной, с шампанским и не выходить из нее. Просто как пельмень там свариться и такая, она мне надоела. Пойдемте дальше. На втором этаже виллы находится еще 3 спальни, комната для семейного кинопросмотра, тренажерный зал, зоны отдыха с настольным футболом и бильярдом. Но самое главное – терраса. О, ну что за благодетель такая, ребятушки, невероятно. Какой огромный бассейн. Он просто бесконечный, вот это. И ты плывешь, плывешь, плывешь и плывешь. А там стол, шашлык, мангал. У меня есть собственный аквапарк. Вы понимаете? Но и это еще не все. Саня, бежим! Саня, бежим! Саня, бежим! Хочешь, я тебе фоток наделаю? Твои же не поверят, что ты здесь был. Все-таки возраст. Очень много спорта. Идем. Ребята, мне срочно нужны друзья. Ну что я здесь буду делать одна? Мне даже сейчас обидно, что тут настолько роскошно. Ну это просто фантастика. Ой, я балдю. Обошлась мне эта вилла в $57 тысяч в сутки. Самое интересное, что мой резорт единственный на Мальдивах, где иностранцы могут не только арендовать особняк, но и купить. Стоимость от 3 до 15 миллионов долларов. Попасть на лакшери-резорт бюджетный турист может, купив специальный тур. Купить такой тур можно в любом гестхаусе на Гурайда. Иными словами, это обычная экскурсия, только экскурсия в богатую жизнь. Здравствуйте, я хочу купить на резорт тур. Это возможно вообще сделать у вас? И сколько это будет стоить? $150. Понятно. Но говорят, есть туры и дешевле. Осталось их только найти. Hello. Тур на резорт на 1 день. Я могу купить? Хороший вопрос. Очень дорого? Да я не в курсе. Hello. А я могу купить тур на резорт? Здесь у вас. Да, можете. $120. Окей, спасибо, но 120 это очень дорого для меня. Но главное правило бюджетного путешественника – никогда не сдаваться. Привет, чем могу помочь? Я хочу купить тур на резорт. На 1 день. На одного человека? Да, на одного. У нас есть туры на несколько резортов. Вот, например. Ну или вот. А у них есть виллы, шикарные пляжи. Да, там все есть. Окей. И сколько стоит тур? $90. Прекрасно, ребята, yes. Отлично. Очень хорошо. Окей. Все, я покупаю. Сейчас я достану деньги, это прекрасно, ребятушки. Это еще и с едой, и еще и водичку мне дадут. Мы можем поплыть сейчас, и в 6 часов вечера меня заберут назад, верно? Окей. Все, по рукам. Все, ребята, у меня получилось. Я надеюсь, что я все правильно понял, меня поняли ребята. Which way, sir? Окей, let's go. Все, мы пошли. Официально мой отдых на Мальдивах объявляется открытым.
Согласитесь, друзья, пауэрбэнки – это одно из лучших изобретений человечества. Особенно это нужно в путешествиях. Если у вас его нет, то сейчас расскажу, как его можно найти. Заходите на e-каталог. По параметрам подбираете интересные модели и сравниваете их характеристики. И из-за того, что здесь собраны все магазины, можно легко найти самое выгодное предложение. Пользуйтесь. А пока Настя наслаждается прелестями своей виллы, я добрался до резорта. Thank you very much. Goodbye. Hello. Ну что, да здравствует роскошный резорт, роскошная жизнь. Вот он, твой бедный миллионер приехал к тебе. Правда, у меня будет такой экспресс-тур по роскошной жизни. Времени не так много, поэтому я буду брать все по максимуму, все, что только можно здесь. Прям как в сказке про Золушку. В 12 твоя лодка превратится в тыкву, а твой оператор в сапожника. Давай быстрее! Сегодняшний день я проведу на фешенебельном резорте Олу Вэлли Beach and Spa Maldives, райском острове словно с открытки. Чистейшие пляжи, идеальные аллеи, панорамные бассейны, эксклюзивные рестораны и комфортабельные виллы. Немножко отличается, да, от предыдущего моего острова, от Гурайда. Есть небольшие отличия. Все ухожено, песочек равняют, смотрите. Все со мной здороваются. Good morning, hello. Они что думают, я один из тех, кто сюда прилетел, бабки вот так налево-направо, у меня вилла на всю семью, я король. А нет, я не такой. Я денежки вот так, оп, раз, и все. Так вот как живут богачи. До сих пор не верю, что я здесь со 100 баксами. Это просто какой-то сюр. Ну что ж, виллу я вам показала. Теперь посмотрим, какие развлечения предлагает мой резорт. Пешком остров, конечно, обходить просто нереально. Поэтому все передвигаются на велосипедах. И не простых велосипедах, а тоже эко. Велик на моем резорте сделан из бамбукового дерева. За счет этого они практически невесомые, легко управляются, и езда не мешает наслаждаться окружающими красотами. Помимо того, что велосипед помогает вам без труда добраться из одного пункта в другой, так как остров очень большой, так это еще и способ развлечения. Смотрите, какая вокруг красота. Какая огромная трасса простилается. И вот едешь ты такой, наслаждаешься, ножки качаешь. Классно. Мне определенно нравится такое. Как красиво, божечки. Все как в рекламе, в каком-то кино. Иногда не верится в то, что это все по-настоящему. Что я здесь, и это все живое. Мальдивы, конечно, это Мальдивы. Ой, красиво, не могу! Чтобы осмотреть свой остров, я тоже решил взять велосипед. Hello, is it your bike? Yeah. Can I use your bike to look around? Just 10 minutes, 15 minutes maximum because I'm still working. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you, Ahmed. Thank you very much. У-ху-ху, ребята, вот так вот. Thank you. Вот это я понимаю, ребятки. Ну, помчали, пацаны. Hello. Одновременно на этом резорте могут отдыхать более 1000 человек. Вилл здесь несколько типов. Тип первый – бунгало. У каждого отдельный вход, но общий пляж, стоимость в сутки $425. Тип второй – частные виллы. Собственный выход к пляжу. Ну, они уже подороже. Сутки обойдутся в $525.
Ну и третий вид – знаменитые виллы на воде. Стоимость в сутки – $760. Это то, наверное, с чем мы ассоциируем Мальдивы, да? Эти фотографии, красивые домики на сваях, бирюзовая вода. Своя территория, класс. Самый дорогой вариант жилья тут. Так как хочется сейчас достать карточку, подойти сюда, сделать пип-пип. Зашел, там кондиционер, шампанское. Нырнул. Но не в этот раз. Не в этот раз. Oh, yeah. Sorry. Oh, my bike. Yeah. See you, bike. Sorry about that. 5 minutes late. Sorry for everything was Yeah, okay? yeah. Enjoy? Great, yeah. Okay. I enjoyed. Okay. Thank you very much. Thank you, Ahmed. You are welcome. Итак, какие развлечения предлагает мой резорт Санева Фуши? Развлечение первое. Снорклинг с профессиональным биологом. Работает это так. Вы плаваете вместе, и как только ученый видит уникального морского жителя, сразу показывает его и рассказывает о нем. Сейчас я тебе покажу рыбу, которую называют мамой Мальдив. Дали такое прозвище этой рыбе неспроста. Она ест риф, а переваривая его, испражняется песком. Тем самым легендарным белым песком, которым укрыты 85% пляжей на Мальдивах. Вообще плавать с инструктором это очень круто, потому что помимо того, что ты разглядываешь красоту рыбок, тебе еще и рассказывают всякие подводные интересности. А развлечение второе. Покатушки на Сибобе. Это такой себе подводный скутер, который может разгоняться до 20 км в час и погружаться на глубину до 30 метров. Развлечение третье. Серфинг. Быть серфером непросто. Оп. Короче, я поняла, что серфером мне не стать. Это очень сложно. Одного занятия, очень мало. Это невозможно за одно занятие научиться и балансировать, тем более вставать. Я сидеть-то не могу. И, наконец, самое популярное развлечение на Мальдивах. Ну что, пришло время немножечко подавить. На моем острове тоже есть немало развлечений. Можно, например, загорать и плавать. Можно наделать фоток для Инстаграма. И плавать. Можно заняться активными видами спорта. Вот я вам и доказал, что даже со 100 баксами здесь можно отдохнуть не хуже богача с безлимитной картой.
Все, пришло время немножечко подавить. Мальдивы по праву называют коралловым государством. Здесь уже насчитали более 200 видов кораллов. И исследования до сих пор продолжаются. А такого количества океанических жителей нет практически нигде. Во время дайвинга здесь можно повстречать сотни разноцветных рыб, ютящихся около рифов. Черных мурен, страшных хищных рыб, способных одолеть акулу. Мант, самых больших в мире скатов, которых называют морскими дьяволами. И, конечно же, акул. Их на Мальдивском архипелаге более 25 разновидностей. Дайвинг на Мальдивах – это то, что забыть невозможно и стоит каждого заплаченного цента. Даже отдыхая на пляже, я забочусь о вас. И сейчас покажу полезный сайт Е-каталог, где сможете купить все для путешествий и не только. Чтобы быстро определиться с тем, что вам нужно, устанавливайте параметры в меню слева. Их здесь очень много. Выбрав модель, заходите в список магазинов, чтобы сравнить цены, и покупаете. Удобно, что все это можно сделать на одном сайте. Купить. Но помимо всей этой бирюзовой воды, беленького песочка, пальм, есть еще один нюанс, немаловажный. Ребята, здесь еще и кормят за эти деньги. Ну это же отлично, это же великолепно. Вот какие сытые довольные выходят, а я только иду. Так. Обед на моем резорте подают по системе шведский стол. По-моему, это джекпот. Так, мне надо 2, 3, а лучше 17 тарелок. Еще в карманы наберу. Помчались. Оно как бы мне говорит: остановись, парень, ты и так жирный, не ешь много, не ешь. Ладно, сейчас еще раз. What is this? Суп. Давайте. Так. Здесь сидит мой рюкзак. Погнали дальше. Макароны. More. I'm with friends. There are a lot of people, so that's why. Да, пармиджано. Еще пармезан, окей. Почему именно на мне закончился пармезан? Я дождусь. Мы же на океане, надо есть рыбу. Это белок. Так. На, подержи. Так. И салатиков. Я просто за ППшечку. Правильное питание. Я, вы знаете, стараюсь правильно питаться. Знаете, в таких местах в меня вселяется дополнительное злое существо. Называется оно жлобство. И вот оно меня поглощает. Говорит: возьми еще себе, возьми то, возьми это, слишком мало. Чего-то не хватает. Фруктов. Конечно же. Я думаю, что такой стол у меня скудноватенький. Ну и булочки. Булочка с арбузом – это объедение. Мне кажется, я как минимум не хуже, чем Ивлеева ем. Она, правда, больше ест в разы, а я так, как птичка, чуть-чуть. О! Только Ивлееву вспомнил сразу, видите? Та-дам, как символично. Подходит мне вообще, я не ценитель. А все уже лейте, вот, а все уже там чуть-чуть его осталось. Уже все, уже до последнего. Чего нам мелочиться, правильно? Ну, от души. Thank you very much. Oh, yeah. Все, больше не могу, ребята, я уже от пуза. Зачем же ты, бедняков, столько набираешь вот это вот 10 тарелок, все равно не съешь все, а потом выбрасывать это все, переводишь продукты. Тише, easy, calm down. Сейчас никто выбрасывать это не будет. Мне же завтра надо еще чем-то питаться, ребята. У меня здесь есть пакетик, кулечек я брал для мокрых плавочек.
И вот сейчас у меня этот кулечек и будет все сюда за... Yes. Извините, но вы не можете забирать еду из ресторана. Ага, окей. But it's not for me. I have friends. They are in villa. Да я вас понимаю, но у нас правила. Нельзя. Они могут прийти сюда и поесть. Okay. Actually, this is not for food, but like just шапочка. Такая. Все, поели, уходим, позорники. Шляпу отдай мою. А на моем резорте богачей кормят авторским суши-сетом от шеф-повара. Добро пожаловать к мамочке. Что-то мне подсказывает, что это будут самые вкусные суши в моей жизни. Выглядит топчик. Очень аппетитно. И сладенькие. Божечки, как они выглядят божественно, потрясающе. Это очень вкусно. Это шедеврально. Сразу чувствуется, что все это абсолютно натуральные ингредиенты. Рыба тает во рту, она свежайшая, она нежнейшая. Я не знаю, что может быть нежнее на этой планете, кроме этой рыбы. Я никогда не могла предположить, что суши могут быть высокой кухней. Но здесь это так. Более того, они еще и сытные, а моя небольшая порция оказалась лишь разогревом. Саша, у меня тут жабры еще не появились? Нет? Странно. Сань, будешь? Ешь, пожалуйста. Я не могу. Меня сейчас разорвет. Очень вкусная рыба. Тунец вообще топовый. Это жареный тунец. Вон тебе мокрый тунец. Белая рыба. Эко-трава. Соевый соус. Давай, Санька, не побрезгуй. Тут вон елочки тоже. Все как ты любишь. Не бойся, давай. Ты вилкой же привык. Ты же не любишь вот это вот все. Палочки. Ну или так. Не чавкать. Салфетку дать не надо? Ну все, хорошо. Но и это оказалось еще не все. Мне принесли 3-ю тарелку. Да тут кормят просто на убой. Не, ребят, это уже выше моих сил. Я не могу просто смотреть на эту великолепную, красивейшую рыбу. Знаете, я просто привыкла к тому, что, если мы говорим о высокой кухне, о дорогой кухне, то обычно ее мало. И ты заказываешь много, чтобы наесться. А здесь, помимо того, что она вкусная, она высокая, ее очень много. Поэтому, Санечка, тебе повезло. Налетай. К хорошему, конечно, быстро привыкаешь. Я даже ни разу не вспомнил и не подумал, что я не с этого острова, и мне негде ночевать, что у меня здесь нет номера. Прямо уезжать отсюда не хочется. И в принципе, здесь можно попробовать нелегально остаться. Ну как же они поймут, что я не отсюда? Я даже знаю несколько способов. Можно спрятаться за пальмой. Можно, конечно, спрятаться в таких кустах, почувствовать себя самым настоящим Рэмбо, пролезая сквозь непроходимые джунгли. Или на всю ночь остаться в туалете. Но спешу вас расстроить. Это невозможно. Просто все контролируется. Вы, конечно, можете спрятаться, но вас обязательно найдут. Суть в том, что лодка не отправится до тех пор, пока в нее не сядут все пассажиры из списка. Обидно, но наглость, к сожалению, ничего не может сделать с продуманностью. Главное вечернее развлечение на моем резорте – VIP-кинотеатр. Боже, как прекрасно. Тут даже вечер можно провести волшебно. Вообще, это супер идея. Кино под открытым небом. Я здесь абсолютно одна. Огромнейший экран, игристые фруктики и потрясающий качественный контент. Что может быть лучше?
Не могу от себя оторваться. Просто, ну классная ведущая. Вот смотрю и вот понимаю, вот оно, народное. Так, столик в ресторане забронирован. Отлично. Консьерж-сервис MasterCard работает 24/7. А это значит, все вопросы по броне они берут на себя. А мне остается лишь наслаждаться отдыхом. На остров Гурайда я вернулся уже с наступлением темноты. Я обожаю вот эти ситуации, когда чувствуешь себя бездомным. Вот сегодня очередная такая ситуация. Денег не осталось, я шиканул. Остается вариант спать на этом острове. Это пляж. Я ходил сегодня, гулял, видел эти прибрежные кафешки, пластиковые стулья. Возможно, там можно где-то переночевать. Ну вот есть лежачок. О, ребята! Ну вот же прекрасный вариант, гамачок. Вот он мой хороший, смотри. Да? Ну это же вариант. Это неплохой варик. Правда, я не знаю, может, это какой-то частный двор, ну, вроде никого нет. Это какая-то кафешка, да? Утки стоят. Такой план. План «Безысходность» называется. Сидим здесь, смотрим на волны, на море, на океан, точнее, до тех пор, пока не уснем. Свой второй день на Мальдивах я решила начать очень рано. Воспользовавшись услугой моего резорта с завтраком на необитаемом острове. Подруга тоже рассвет встречает. Она такая гордая. Слушай, ты так стоит, как будто и правда все понимает. Думает о чем-то. Прикольно. Уже дети ходят. Hello. Sorry. Смотри, я привязал себе рюкзак от греха подальше. Спал неспокойно, вечно просыпался, чтобы никто не украл. Потом думаю, привяжу. Ух ты, ё-моё! О! Дай руку. Дай руку, дай руку. Давай, давай. О! Не самое удобное место, конечно. Но зато халявное. Эко-резорт, эко-развлечение. Я пришла в место, где в прямом смысле слова стеклу дают вторую жизнь. Да, зрелище очаровательное. Это единственная на Мальдивах студия, где из переработанного стекла создают новые изделия. Слушайте, невероятно залипательный процесс. Я стою и вообще не понимаю, что они делают, но это так завораживает. Ты смотришь, как будто заколдованный. Мастеров, которые этим занимаются, называют стеклодувами. Освоить профессию стеклодува в этой студии может каждый постоялец резорта. Я тоже решила попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Do you have any favorite colors? Red. Red? Yeah. Any other ones or just red? Red, yellow, green maybe. Okay. Pink. На самом первом этапе берется стекло, перетертое в мелкий порошок. Вау, цвет просто бомба. Затем из печи, температура в которой превышает 1200 градусов, достают раскаленное стекло, которое и будет основой моего будущего шедевра. В него добавляют цветную крошку и снова в печь. Затем изделию, пока оно еще мягкое и эластичное, нужно придать форму.
Я хотела сделать сердце, а получилось, что я делаю цветок любви. Это цветок любви, Саша. И так несколько раз. Затем результат работы нужно отделить от металлической трубки. После заключительной шлифовки огнем изделия отправляют остывать в специальную камеру. Именно таким образом создаются просто уникальные шедевры от посуды до предметов декора. Поначалу может показаться, что это развлечение, не из самых интересных. Мол, что делают на острове? Стекла выдувать? Обязательно попробуйте, потому что это очень интересно. И вот что получилось у меня. Шедевр. Тут как бы проблемка образовалась. Из-за того, что у меня денег осталось только ровно, чтобы доехать до Мале, развлечения я буду себе искать здесь, на острове, бесплатные. Например, можно пойти поторговаться с местными рыбаками. How much is the fish? $10 per one. US dollars. Oh, it's very expensive. 150. It's very expensive, my friend. Можно поиграть с пацанами в футбол. Значит, смотри, он будет влево, ты вытягивайся струной и тащи. Он бьет исключительно в этот угол. Понял? Все, давай. Можно попробовать поменяться шляпой с ребенком. I'll give you this one. This one. Меняемся. На тебе эту. Вот эту возьми. Я тоже такую хочу. Пожалуйста. Я тебе вот эту дам. Или как вариант, можно пойти на пляж. Конечно, отличается, да, пляж от пляжа на резорте. Здесь песок такой же, вот он белоснежный, приятный, классный, но пляж не такой широкий. Там, естественно, расчищают его, делают шире, чтобы туристы могли ходить, купаться, бегать. Здесь не так. Но цвет воды такой же, цвет песка такой же. И не исключено, что подводный мир такой же. Кристально чистая вода, кораллы и сотни рыб, просматривать которых можно часами. Видите, эти островки? Потому что наверняка тоже резорты, да? Просто возьми, переплыви. Умел бы я хорошо плавать, я бы обязательно взял бы и переплыл. Поэтому, дети, когда вам говорят, хорошо, нужно учиться плавать, давайте заниматься, делайте это, учитесь. Ну что, друзья, поистине знаменательный момент. Заключительная бутылка, заключительные $100 в этом прекрасном сезоне для вас. За мальдивской сотней баксов от Орла и Решки отправляйтесь на остров-аэропорт Хулуле. Найдите причал Хулуле-Ферри. От него пройдите 550 метров по дороге Airport Main Road и увидите огромную бетонную площадку. В самом ее конце находится гигантский желтый резервуар на плитах. На Гурайда бюджетный турист тоже может позволить себе отдых на необитаемом острове. Достаточно просто перейти по деревянному мостику. Называется этот клочок земли Лос-Фуши. Его давно облюбовали местные и туристы для пикников и вылазок. Боже, сколько здесь мусора. Мне кажется, даже Робинзон Крузо не оставлял столько мусора. Вы посмотрите. Как так можно? Вот здесь тем более чувствуется разница с резортом. На резорте все делают за тебя. Убирают, чистота.
порядок, чтобы все видели эту идеальность. А здесь никто за тобой не убирает. Здесь держать себя в чистоте не надо. И мы гадим там, где живем. Прям потух. Были такие 2 классных дня. Тирайские острова, Мальдивы, бирюзовый цвет воды. И тут остров, который забит мусором и пластиком. И посмотрите на все вот это за моей спиной, на эти волны, на этот бушующий океан. И задумайтесь, я прошу вас, задумайтесь, потому что мы с вами стоим реально, я не могу сказать, на пороге. Мы семимильными шагами движемся к какой-то экологической катастрофе. И мы можем принимать меры, и мы должны принимать меры для того, чтобы на это все могли смотреть наши дети, внуки и правнуки. Давайте беречь природу, давайте хотя бы ее своими руками не уничтожать. Когда говорят Мальдивы, подразумевают богатство. Смотрите, какая вокруг красота. Но на самом деле это не так. Они доступны туристу с любым бюджетом. Здравствуй, роскошная жизнь. А вот тут самое интересное. Все остальное зависит от вашей смекалки. Как они до этого додумались? Это же Это просто какой-то сюр. обязательно попробуйте, потому что это очень интересно. Красивые домики на сваях, бирюзовая вода. Мальдивы, конечно, это Мальдивы. Были такие 2 классных дня. Уикенд? Минимум неделя. Фу. Это я, красотка. Привет. Смотрите, Настюшка. Привет. Слушай, как красиво, я так Да, смотрю. очень красиво, очень залипательно, Андрюш. Я не знаю, что там насчет города. Я тоже не знаю, я там не был. Лавров. Я там не был. В смысле ты там не был? А вот так, Настя. А вот так. Ну давай тебя сначала послушаем. Как у тебя дела? Вообще у меня все прекрасно. Помимо того, что я счастливая, загорелая и отдохнувшая, я купалась в роскоши. Андрюша, я жила в такой вилле. Я таких огромных никогда не видела. Там может поселиться, не знаю, мне кажется, как минимум 30 семей. Друзья, обязательно приезжайте. Это действительно самое райское, ну не самое, но райское место на земле. Да, если вы думаете, что Мальдивы это очень дорого, что это неподъемно и это не для вашего кармана, вы заблуждаетесь. Мой пример. Вы все это видели. Я тоже был на резорте. Я тебе могу... А вот так. Я был на резорте. Когда мы подбросили монетку, мне хотелось провалиться под землю. Но есть варианты, есть лазейки, и Мальдивы для каждого кошелька. В любом другом случае и в любом другом выпуске я бы расстроилась и начала бы на тебя гневиться. Но, друзья, так как это... Гневиться. Гневиться, да. Боже, такое слово Но так как забытое. это финальный выпуск сезона, заключительный, я очень рада, что ты тоже классно провел время, правда. Что тебе было хорошо. Врет. Нет, правда. И то, что мы сейчас такие счастливые, довольные, загорелые, заканчиваем этот сезон. И хотим поблагодарить вас, дорогие зрители, за ваши комментарии, за ваш хейт и за вашу любовь, за то, что смотрели нас. Нам было очень приятно вернуться и дать ракешника просто в этой передачке. Я надеюсь, вам понравилось. Если вы будете скучать, ставьте лайк. Если вы будете очень скучать, пишите комментарий. Ну, типа, верните Птушкина, верните Регину, вот это вот все. А мы что? А мы полетели дальше и... Это идеальный выпуск, это идеальное завершение сезона. Каждому, тебе, вам огромное спасибо. Спасибо тебе, Орел и Решка, потому что я снова вспомнил, что такое спать в гамаке и спать в машине. Я снова вспомнил, что такое есть червяков и бычий, вы сами поняли, что. О, да, я тоже там В общем, кое-что от бычьего ела. Орел и Решка, one love. Спасибо вам, друзья, огромное. Нам было очень приятно. Мы И у вас тебя очень ужасные любим. ногти, боже. Ну, и стилиста Обратись у к меня стилисту. нет. Ну, вот сейчас пойду обращаться. всё. Верните Птушку. Ты с Птушкиным намного веселее была в этой Слушай, ну а Регину никто вообще не заменит никогда. Ну ладно, это все после нас будет. Мы были первые, это главное.